Всем привет! Вы на канале Планета Земля, и сегодня мы поговорим об утках. Что мы знаем о них? Все мы с детства знакомы с этими симпатичными птицами. У кого-то любимая игрушка-уточка плавала в ванной, а кто-то наблюдал за приключениями богача Скруджа Макдака со своими племянниками, пилотом Зигзагом Окряком и милой Поночкой из утиных историй, созданных компанией Уолта Диснея. Помимо них знаменитый Дональд, Даффи Дак, не менее узнаваемый Черный Плащ, тоже утки. А кому-то из нас милее отважная уточка, серая шейка из рассказа Дмитрия Мамина Сибиряка. Уток можно часто встретить в деревнях и селах, местные жители которых помимо кур и гусей и индюков часто выращивают этих птиц. И у кого-то есть опыт общения с домашними утками. А в городах, кому действительно повезло, это если есть недалеко водоем или речка, и счастливчики часто видят уток, а иногда и подкармливают их. И часто задаются вопросом, почему одни уточки серенькие, а другие такие яркие, зеленоголовые? Неужели другой вид? И как он называется? А помимо зеленого попадаются и вовсе необычные окрасы. И почему плывут и не тонут? Почему крякают? Почему улетают на юг, а другие не улетают? И еще много других вопросов, казалось бы, к обыкновенной уточке. Поэтому здесь и сейчас мы поговорим о самых настоящих, симпатичных, пернатых обитателей нашей планеты. Поехали! И начнем мы с происхождения. Откуда появилась утка? Ученые считают, что предком современных куриц и уток является древнее существо Астериорнис. Ископаемые остатки птицы были найдены в Бельгии, в районе Льежа, внутри нескольких кусков окаменелых морских отложений, которые датируются возрастом 66 миллионов лет. Астериорнис был некрупной птицей, около 400 грамм, и древнейшая из современных птиц сочетала черты кур и уток. Но время не остановить. И динозавры уступили свою власть после глобальной катастрофы. Пришла новая эра – Палеоцен и Эоцен. В эту эпоху мир был полон зелени и бурного роста. Здесь, среди густых зарослей и спокойных водоемов, утки начали свое великое путешествие по пути эволюции. Они развивали свои уникальные навыки, адаптируясь к различным условиям. Их клювы становились все более совершенными, позволяя фильтровать воду в поисках вкусных лакомств, а лапы со временем приобрели перепонки, помогающие плавать. В Миоцене, когда Земля уже начала напоминать современный вид, утки стали настоящими мастерами выживания. Они распространились по всему миру, занимая пресноводные озера, реки и морские побережья. В этот период их видовое разнообразие стало удивительным. Появились утки, ныряющие на глубину, чтобы найти рыбу, и утки, неспешно плавающие по спокойным водоемам, наслаждаясь водорослями и мелкими беспозвоночными. И на данный момент утины – широко распространенное и наиболее многочисленное семейство водоплавающих птиц из отряда гусеобразных, в состав которого включают около 170 современных видов птиц, разбитых на 40-50 родов. Почему такая неопределенность, спросите вы? У орнитологов по ряду родов и видов этого семейства до сих пор имеются существенные разногласия. Этому, в частности, способствует необычно большой процент скрещиваемости среди птиц, принадлежащих к разным видам, родам и даже трибам. У утиных часто встречается двойная, тройная и возвратная гибридизация, приводящая к образованию разнообразных форм, гораздо чаще, чем у любого другого семейства птиц. Да и не только это. Первым попытался классифицировать утиных Аристотель. После этим занимались ряд ученых, таких как швед Карл Линней, зоолог Иллигер, Ламарк, Михаил Менцберг, Сергей Бутурлин и многие другие. Современные детальные описания семейства начали появляться только в середине 20 века. Стандартом для орнитологов 20-го столетия были труды американского орнитолога Александра Уэтмора. А в конце 20 века подключились молекулярные биологи и перевернули всю систематику с ног на голову, внеся хаос в орнитологический мир, поменяв классические подходы, хотя и они были несовершенны. И за последние 2 десятилетия появилось несколько вариантов систематик птиц, но общепризнанной пока нет. Со временем
временем ученые придут к общему знаменателю, а мы воспользуемся данными компромиссной систематики утиных, предложенной орнитологом Евгением Кобликом. Действительно, семейство не маленькое. Оно поделено на 5 подсемейств. Это гусиные, в которые вошли, например, гуси, казарки и лебеди. Подсемейство древесных или свистящих уток. Крапчатые утки, причем в этом подсемействе только один вид, так как он имеет очень много примитивных признаков, которых нет в наличии у других уток. Подсемейство пеганковые, занимающие промежуточное положение между гусями и типичными утками, внешним обликом и поведением напоминая обе эти группы птиц, например, огори или утки-пароходы. И, наконец, самое большое подсемейство – настоящие или благородные утки, в котором около 100 видов, и сегодня мы остановимся именно на них. Кряква – пожалуй, самая распространенная уточка, обитающая на всех континентах, кроме Антарктиды. Ее можно встретить как и в дикой природе, так и в городских парках, в водоемах. Поэтому это одна из самых узнаваемых уток. Благодаря характерному звуку кря-кря ее назвали кряквой. А так, далеко не все утки умеют крякать. Да и у крякв это умение предоставлено самочкам, а самцам слова не давали. И поэтому они, скорее всего, от зависти в основном шипят. Зато джентльменам в период брачного сезона выдали яркое оперение. У них зеленая голова, белый воротничок, каштановая грудь и серое тело с черным хвостиком. А самочкам это ни к чему. Они более скромны. Их оперение коричневое с пестрыми узорами, что помогает им маскироваться на гнезде. У обоих полов яркие синие пятна зеркальца на крыльях, которые хорошо видны в полете. Кряквы – это всеядные птицы. Они питаются растительной пищей, насекомыми, мелкими рыбками и ракообразными. Кряквы часто плавают в воде, где добывают пищу, погружая голову и шею под воду, и только видны хвостики над водой. В более холодных регионах кряквы мигрируют на юг на зиму, а в теплых краях они могут оставаться на одном месте круглый год. Еще было замечено, что селезни-кряквы носят маску собаки, но это интернет-шуточки, смехоуточки, а мы лучше поговорим о свиязях. Свиязи – красивые грациозные утки, которых можно встретить в Северной Европе и Азии. Эта утка известна своим мелодичным свистом, от которого и получила свое название. Свиясь отличается яркой внешностью. Самцы особенно привлекательны. У них рыжая голова, кремовая лобная часть, серо-розоватая грудь и белое брюшко. Крылья имеют характерное зеленое пятно. Самки, как и у многих видов уток, имеют более скромное коричневатое оперение. В отличие от крякв, свиязи редко ныряют за пищей, предпочитая добывать ее на поверхности воды или на суше. Многие видели серых уток, они средних размеров, несколько меньше крякв. Самец в брачном наряде менее ярок, чем самцы других уток. Основной тон его окраски серый, с чешуйчатым черным рисунком на груди и тонким струйчатым на боках. Подхвостье и надхвостье черные. Участок поверхности крыла, примыкающий к черно-белому зеркальцу, имеет каштаново-коричневую окраску. Самка и молодь похожи на самку кряквы, отличаясь от нее более серой окраской. А есть уточки, в названии которых заложены особенности внешнего вида. Утка по имени шилохвость очень оправдывает свое название. Хвост у самца заостренный к кончику, словно шило, образованным двумя средними удлиненными до 20 см рулевыми перьями блестяще черного цвета. У самочек шиловидного хвоста нет, но средние рулевые перья у них также длиннее остальных. В брачном наряде у самца голова и часть шеи коричневые, верх головы и затылок черно-бурые. С боков головы позади ушей начинается белая полоска, которая, расширяясь, идет вниз по бокам шеи и сливается с белым зобом. И такого же цвета грудью. Нижняя часть шеи сзади спины серые, с мелким поперечно-стройчатым рисунком на перьях. Встретить шилохвостье можно в Европе, Азии и Северной Америке. Чаще она предпочитает северные регионы, но и на югах тоже вполне охотно селится. Несмотря на то, что зимуют эти утки в Африке, на Ближнем Востоке или на Средиземном и Черном морях, иногда единичные экземпляры можно встретить зимой в парках, где вода не замерзает. Также, в отличие от крякв, шилохвости не любит и не умеет нырять. Даже спасаясь от преследования, эта утка будет быстро уплывать, но нырять не станет. Кстати, шилохвост не только хорошо плавает, но и отлично чувствует себя на суше и бегает лучше, чем многие другие утки. Есть среди уток и касатки, но ничего общего с марсианами
морскими хищницами у них нет. Утка-касатка получила свое название благодаря длинным третьестепенным маховым перьям, которые именуются косицами. Именно поэтому самцов в некоторых местах называют косатыми селезнями. Отличительной особенностью самца является ярко-зеленая голова, которая украшает длинный хохолок. Грудь серая, на забу и подбородке имеются светлые пятна. Зеркальце на крыльях серо-зеленого цвета. Удлиненные перья косицы сине-бархатистого цвета и со светлым обрамлением. Пальцы на ногах серые, а перепонки между ними черные, клюв черного цвета. А самые маленькие утки – это черки. Отличительная особенность этого вида – наиболее узкие и заостренные среди уток крылья. Благодаря этому птица взлетает почти вертикально, что позволяет ей уживаться на небольших и тенистых водоемах, недоступных более крупным уткам, и полет очень быстрый и бесшумный. Весенний крик селезня – чистый звонкий свист, несколько похожий на позыв самца шелохвости, однако исполняемый на более высокой ноте. Распространены по всему северному полушарию. И черки – перелетные птицы. Они гнездятся в северных регионах, а на зиму мигрируют на юг, в более теплые области. Миграция этих уток часто охватывает большие расстояния, и они могут встречаться на многих водоемах по всему миру. А кто из уток может похвастаться размером клюва, так это широконоски. Это утки легко узнаваемы по своим широким плоским клювам. Эти птицы распространены в Европе, Азии, Северной Америке и обитают в основном на мелководных водоемах, таких как озера, пруды и реки. Широконоски обладают ярким узнаваемым внешним видом. Самцы в брачном оперении имеют зеленую голову, белую грудь и рыжее брюшко, сине-зеленые крылья и черный широкий клюв. Самки имеют более скромное коричневатое оперение с пестрым узором, и общей чертой обоих полов является их характерный широкий клюв. Широконоски питаются преимущественно водными беспозвоночными и растениями. Они, как и почти все утки, используют свои широкие клювы для фильтрации пищи из воды и ила. Этот метод питания напоминает способ, которым питаются фламинго. Они просеивают воду, захватывая мелкие частицы еды, выталкивая воду и грязь. И с таким-то клювом у них это получается лучше. Широконоски являются перелетными птицами. Они гнездятся в северных широтах, а на зиму мигрируют на юг, в более теплые регионы, такие как Южная Европа, Африка, Индия и Центральная Америка, в зависимости от первоначального ареала. Еще одни необычные представители речных уток – это мускусная утка. Это крупные водоплавающие птицы, родом из Центральной и Южной Америки. В отличие от многих других уток, мускусные утки не мигрируют и предпочитают оставаться в теплых регионах круглый год. Эти утки популярны как домашняя птица, но об этом позже. Мускусные утки отличаются крупным телосложением и уникальной внешностью. Дикие мускусные утки имеют темное, почти черное оперение с зелеными и фиолетовыми металлическими отблесками, а также белые пятна на крыльях. У самцов на голове и шее есть характерные красные бородавчатые наросты, которые особенно заметны в брачный период. Свое название утки получили из-за мускусного запаха, который выделяют железы на их голове. И, пожалуй, самые расписные в этом подсемействе, да и в целом среди уток, это каролинская утка и азиатская мандаринка. Каролинская утка, также известная как каролинка или древесная утка, обитает в Северной Америке. Эти утки предпочитают лесные водоемы и реки с медленным течением, а также болотистые участки. Каролинки строят свои гнезда в дуплах деревьев, часто на высоте до 15 метров над землей. И птенцы вскоре после вылупления выпрыгивают из гнезда, несмотря ни на что, и, как ни в чем не бывало, следуют за матерью к воде, где они быстро учатся плавать и искать пищу. А утки-мандаринки, изначально обитающие в Восточной Азии, недалеко ушли от каролинок, такие же нарядные и селятся в дуплах с такими же бесстрашными утятами-каскадерами. Мандаринки – всеядные птицы. Они питаются семенами, водными растениями, насекомыми и мелкими беспозвоночными. В период размножения линьки мандаринки предпочитают питаться на воде, выискивая пищу на поверхности или под водой. Мандаринки мигрируют на короткие расстояния. В холодные зимы они могут перемещаться на юг, в более теплые регионы, но в целом предпочитают оставаться в своих привычных местах обитания. Благо, климат позволяет. И все утки, которых мы увидели, не очень любят нырять. Пожалуй, кроме кряквы. И та, если и ныряет, то только когда в большой опасности. Но только не нырковые утки. Это
это нырки и чернити. Этим уткам хлебом не корми, дай понырять. Нырки обычно имеют округлое телосложение, короткие крылья и ноги, расположенные ближе к задней части тела, что делает их отличными пловцами, но не такими хорошими ходоками. Но летают они достаточно хорошо и являются перелетными птицами. Чернити большую часть времени проводят на воде, они тоже хорошие ныряльщики. При добывании корма со дна водоемов они заныривают полностью, либо частично, оставляя заднюю часть на поверхности. В отличие от речных уток, на воде имеют низкую осадку, и хвост держат опущенным. Питаются водной растительностью и водными насекомыми, ныряя за ними на глубину до 5 метров. А мы переходим к морским уткам. И начнем мы с Гоголя, но не с писателя. Его фамилия как раз таки и произошла от этой птицы. Слово «Гоголь» означает франт. Утки эти на суше выступают важно, в перевалочку, с выпеченной грудью и гордо закинуты назад блестящей черно-зеленой головкой. Отсюда и пошло гоголиный вид, или ходить гоголем. Распространена в зоне лесов северного полушария, как в Евразии, так и в Америке. Гнездится в дуплах деревьев по берегам лесных водоемов. В сезон размножения держится в тенистых бухтах. В отличие от многих других уток, в гнездовой период крупные стаи образуют очень редко. Исключение скопления на период линьки. Однако иногда встречаются небольшие разрозненные группы. Эти утки настоящие путешественники. С наступлением холодов они мигрируют на юг, к незамерзающим водоемам и морским побережьям, где проводят зиму. Весной они возвращаются в свои родные края, наполняя лесные водоемы своим присутствием и характерными звуками. Везде немногочисленная, но местами обычная птица. Они любят понырять и питаются преимущественно водными беспозвоночными. А кто из уток самый превосходный ныряльщик? Так это морянка. Это утка, которая может быть названа королевой северных вод. Эти птицы отличаются своей изящной красотой, грациозностью и удивительными способностями выживания в самых суровых условиях. Морянки обитают в арктических и субарктических регионах, а их зимние путешествия приводят их к побережьям северных морей. Морянки превосходные пловцы и ныряльщики. Они проводят большую часть времени в воде, где добывают пищу, включая моллюсков, ракообразных, мелких рыб и водные растения. Их удивительные способности к нырянию позволяют им достигать глубин до 10 метров и проводить под водой до минуты, что является рекордом среди уток. Говорят, что ныряют и глубже, но, скорее всего, это единичные случаи морянок-спортсменов, а не обычных обывателей популяции. Но то, что морянки модницы, это факт. У морянок одна из наиболее сложных среди птиц системы чередования нарядов, в результате чего как и самцы, так и самочки имеют различные окрасы оперения зимой, летом, по окончании брачного сезона и в первый год жизни. Не отстают от морянок в плане погружения и гаги. Они также известны своей способностью нырять на значительную глубину в поисках пищи, только они на порядок крупнее. Их мощные лапы и обтекаемое тело позволяют им быть отличными пловцами и ныряльщиками. Очень ей нравятся моллюски, а особенно мидии, которые она глотает целиком, и ее желудок спокойно справляется с такой необычной пищей. Большую часть жизни проводит в море, на небольшом расстоянии от берега, где ее часто можно увидеть танцующей на волнах, либо летящей очень низко над водой. Гнездится колониями на арктическом побережье, островов Северного Ледовитого океана и северных умеренных широт. Зимует в прибрежных водах в южной части гнездового ареала, либо к югу от него. Вне сезона размножения образуют большие стаи, и гаги очень любят север. Несмотря на суровый северный климат, гага с трудом покидает районы гнездовий, пока море не покрыто слоем льда и птица способна добыть себе пропитание. Менее морозоустойчивые, чем гаги, но тоже неплохие ныряльщики – турпаны. Летом они гнездятся в северных широтах северного полушария, а зимой мигрируют к южным морским побережьям, где вода не замерзает. Их миграции могут охватывать большие расстояния, и они часто путешествуют в крупных стаях. У самца в брачном наряде оперение бархатно-черное, клюв черный с оранжевым пятнышком, слегка вздутый у основания. Глаза у турпана почти белые, а под ними хорошо заметны маленькие полукруглые белые пятна. Лапы малиново-красные с черными перепонками. Самка темно-бурая, на щеке 2 размытых беловатых пятна. У разных самок они индивидуальны и имеют разную форму.
И среди всех уток выделяется необычная группа – это крахали. На первый взгляд они не похожи на уток. И если не вдаваться в анатомические подробности, то к ним в первую очередь относится удлиненное тело и шея, что делает крахалей похожих на птиц-поганок, а также узкий клюв, снабженный зубцами. Они помогают удерживать рыбу, которая служит крахалям основным кормом. Кроме того, все представители этой группы являются очень хорошими ныряльщиками. Луток, которого иногда еще называют малым крахалем, выделен в отдельный род. Этот вид характерен для таежной зоны Евразии. Во время сезона размножения самца несложно узнать по белой окраске. На ее фоне выделяется черная спина и 2 черных пятна на голове, которые также украшает хохолок. Самки и молодые птицы выглядят куда скромнее. Темное тело и рыжеватая голова с белой щечкой. Они также гнездятся иногда в дуплах деревьев. Так что птенцам для того, чтобы добраться до воды, приходится совершать головокружительные прыжки. И, наконец, савковые. Группа, или как ее еще называют, триба птиц из подсемейства настоящих уток. Характерной чертой большинства представителей этой группы является хвост из длинных жестких перьев, который обычно поднят, когда птица находится в покое, и относительно большие вздутия у основания клювы. Внешне напоминают пресноводных нырковых уток, особенно на суше. Их ноги отставлены далеко назад, поэтому они плохо ходят, вследствие чего они редко покидают воду. Подведем итоги. Утки – красивые птицы, особенно самцы, и их действительно большое разнообразие. Этой особенностью у утиных является половой диморфизм. Явные внешние признаки, позволяющие отличить самца от самочки. Порой он выражен настолько сильно, что человек, не интересующийся орнитологией, может принять утку и селезня за представителей разных видов. Они распространены по всему миру и обитают в самых разных условиях, от арктических тундр до южных широт. Утки очень любят воду, причем как пресную, так и некоторые виды морскую. Все умеют хорошо плавать, а некоторые нырять. Утки имеют плотное водоотталкивающее оперение, которое защищает их от холода и влаги. Их лапы с перепонками между пальцами помогают эффективно плавать и нырять. Плюс лапы у уток не мерзнут. Дело в том, что птицы, включая уток, способны снижать приток крови к лапкам в морозную погоду, чтобы не терять тепло. Кроме того, в утиных лапах мало нервных окончаний, а артерии, приносящие в них кровь, тесно переплетены с венами, что обеспечивает обмен теплом между горячей артериальной и более холодной венозной кровью. Так что обморожение конечностей в большинстве случаев уткам не грозит. Утки всеядные и могут питаться как растительной, так и животной пищей. В их рацион входят водные растения, насекомые, моллюски и мелкие рыбешки. Утки в основном строят гнезда на земле, часто в укромных местах среди растительности. Но также есть уточки, которые не прочь занять чье-нибудь дупло повыше. Они откладывают яйца и заботятся о птенцах, которые вскоре после вылупления начинают следовать за матерью к воде. И почти все виды уток являются перелетными птицами. Они мигрируют на большие расстояния между местами гнездования и зимовками, следуя сезонным изменениям климата и доступности пищи. И все бы так и было, пока не появился на планете Земля человек. Эти птицы издревле привлекали своим вкусным мясом. Естественно, люди всерьез задумались о том, чтобы такой ценный ресурс находился постоянно под боком, и за ним не приходилось гоняться с луками и стрелами по разным там болотам. При этом основной проблемой при одомашнивании был вопрос, как отучить летать отличных летунов, которые при сезонных миграциях легко и достаточно быстро преодолевают тысячи километров. Предками домашних уток являются обыкновенная кряква и мускусная утка. Ареал дикой кряквы очень обширен, поэтому процесс одомашнивания шел параллельно в разных странах Евразийского континента. Поначалу диких крякв отлавливали и держали под сетками, чтобы они не улетели. Другие поступали радикально, подрезая маховые перья на крыльях. Через несколько поколений такого разведения кряквы становились грузными, неуклюжими и неспособными к полету. Это и были первые домашние утки. В Китае также практиковали инкубацию утиных яиц в корзинах с соломой, которые ставили в теплом месте. После открытия Америки европейцы познакомились с дикой мускусной уткой, которая также была одомашнена, завезена в разные страны мира и сейчас широко распространилась наряду с породами, ведущими происхождение от кряквы. Вначале их принимали за гибрид утки и индюка и называли индоутка.
ведь у них наросты над клювом немного похожи на индюшачьи. В Европе их называли индейская утка, что логично, ведь их вывели индейцы. Индоутки имеют разнообразное оперение, которое может быть белым, черным, коричневым или пятнистым. А в древней Индии около 2000 лет назад была одомашнена происходящая из Юго-Восточной Азии оригинальная порода утка-бегунок или индийский бегун. Утка-индийский бегунок – интереснейшая птица. Индийский бегунок – утка, которая по своему внешнему виду больше напоминает пингвина, нежели типичного представителя семейства утиных. Их иногда так и называют пингвиновыми утками или пингвинками. Пингвинки очень активные и подвижные. Они бегают гораздо больше, чем плавают. Отсюда и основное название – бегунок. Домашних уток разводили ради мяса, в значительно меньшей степени ради яиц. В Европе потребление утиных яиц было незначительным, поэтому специальных пород здесь не выводили. В Азии, наоборот, утиные яйца составляли неотъемлемую часть местной кухни. Поэтому в этом регионе появились яйценосские породы уток. Помимо мяса и яиц использовали пух и перья для набивки подушек и перин, ведь утиное перо отличается легкостью и отменными теплоизолирующими свойствами. Так, со временем в процессе одомашнивания кряквы и разведения уток человеком были созданы различные породы, характеризующиеся теми или иными признаками анатомического строения, окраски оперения и направлением продуктивности. И на данный момент только зарегистрированных пород насчитывается 84. Из них пекинская утка – самая популярная порода водоплавающих птиц в мире. Причем знакомы с ней не только фермеры. Буквально каждый человек хотя бы раз видел этих птиц. Однако лишь немногие знают, что милые белоснежные уточки и желтые пушистые утята – те самые пекинцы. Предков этих уток китайцы одомашнили 3000 лет тому назад. Но как полноценная порода пекинцы зарекомендовали себя в 18 веке. Получив признание на родине в Китае, уточки принялись покорять мир. Уже в 1873 году пекинцев завезли в Европу, а спустя 60 лет пернатые начали захватывать телевидение благодаря Уолту Диснею. Да-да, тот самый Дональд Дак из Кругш-Макдак и его семейство пекинские утки. Саксонская утка, каюга, хохлатая утка, черная белогрудая, башкирская, московская белая и украинская серая. Все это породы домашних уток. А начиная с 19 века уток стали содержать и в качестве декоративных птиц на прудах. Правда, домашние утки значительно уступают по декоративности дикой крякве, поэтому для этих целей чаще использовали таких уток, как мандаринок и кораллинок. Существует еще множество других пород, каждая из которых адаптирована к определенным условиям и требованиям. Многие породы были выведены путем селекции для улучшения определенных качеств, таких как скорость роста, продуктивность яиц, устойчивость к болезням или декоративная привлекательность. Утки представляют собой одну из самых разнообразных и интересных групп водоплавающих птиц и играют важную роль в экосистемах. Утки способствуют поддержанию баланса экосистем водоемов, они регулируют численность водных беспозвоночных и мелких рыб, участвуют в распространении семян водных растений и влияют на структуру водных экосистем. А домашние утки являются важным источником мяса, яиц и пуха. Их разведение и содержание имеют большое значение для продовольственной экономики многих стран. Несмотря на их значимость, утки сталкиваются с рядом угроз, включая утрату места обитания, загрязнение, изменение климата и охоту. Если, например, кряквам или морянкам пока ничего не грозит, многие виды уток находятся под угрозой исчезновения. Мадагаскарская клювогрудая утка, белоголовая утка, филиппинская, лайсанская, мраморная утка, савка считаются вымирающими видами, и это далеко не полный список. Лабрадорская утка, маврикийская, реюньонская, чатамская, как виды, исчезли в районе 17-19 веков из-за человеческой деятельности и интродукции хищников, таких как крысы и кошки. А розовоголовые утки исчезли с лица земли не так давно. Последний раз их наблюдали в 1945 году. Исчезновение видов уток подчеркивает необходимость принятия мер по охране оставшихся видов и их места обитаний. Важно учитывать уроки прошлого и применять их для предотвращения дальнейших утрат биоразнообразия. Международное сотрудничество, законодательные меры, создание охраняемых территорий и экологическое образование могут помочь сохранить оставшиеся виды уток
уток и их экосистемы для будущих поколений. Ведь утки – это удивительные и разнообразные птицы, играющие важную роль в природе и жизни человека. И хотелось бы верить, что такие красивые обитатели водоемов, отличные летуны, а где-то и превосходные ныряльщики останутся украшением на нашей планете. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.